Турция в сентябре – это один из лучших вариантов для отдыха или уже слишком поздно? Теплое ли еще море? Можно ли комфортно купаться? И какая погода на курортах? Действительно ли в сентябре становится дешевле и куда лучше ехать – в Анталию, Аланию или вообще на Эгейское побережье? А главное, стоит ли выбирать сентябрь вместо июля или августа? В этом видео расскажу, что на самом деле ждет вас в Турции в сентябре, потому что есть три вещи, которые могут серьезно изменить ваши впечатления от поездки. И третья та, о которой большинство туристов вообще не думают. Поэтому досмотрите до конца, особенно если собираетесь в Турцию во второй половине сентября. Начнем с главного – погоды и моря. И, конечно, всех волнует вопрос, можно ли еще купаться в сентябре. В большинстве популярных морских курортов юга Турции однозначно да. Море после летних месяцев еще остается теплым, поэтому для пляжного отдыха сентябрь подходит очень хорошо. При этом дневная жара обычно переносится легче, чем в июле или августе. Но я бы обязательно разделяла начало и конец месяца. Если вы хотите максимально летний отдых, первая половина месяца обычно логичнее. Если вам важнее вечерняя прохлада, прогулки и поменьше жары, лучше рассматривать вторую половину сентября. И еще один момент. Не стоит планировать отпуск в Турции, ориентируясь только на среднюю температуру из поисковика. Смотрите прогноз непосредственно перед поездкой. Погода может отличаться даже между соседними курортами. Почему же сентябрь в Турции так популярен? Если коротко, сентябрь здесь – это переход от жаркого лета к более комфортной погоде. Самое сильное солнце постепенно уходит, вечера становятся приятнее, а море после жаркого лета все еще остается хорошо прогретым. Именно поэтому сентябрь особенно интересен тем, кто не любит экстремальную жару, но хочет теплого моря. Но здесь есть важный нюанс. Турция в сентябре очень разная. Погода на южном побережье и, например, в районе Бодрума или Мармариса может заметно отличаться. Поэтому давайте разберем курорты отдельно. Где же лучше отдыхать в Турции в сентябре? Анталия – универсальный вариант для многих. Здесь большой выбор отелей, пляжей, развлечений и экскурсий. Если вы хотите сочетать море с городом, ресторанами, шопингом и прогулками, это хороший выбор. Но если ваша цель исключительно спокойный пляжный отдых, есть варианты поинтереснее. Например, Кемер. Он для тех, кто любит красивые пейзажи. Горы буквально окружают курорт, а вода здесь обычно особенно впечатляет своей чистотой и прозрачностью из-за галечных пляжей. В сентябре здесь по-прежнему можно рассчитывать на полноценный пляжный отдых, но вечером уже приятнее гулять, чем в разгар лета. Сиде – это отличный компромисс. Здесь широкие пляжи, относительно спокойная атмосфера и интересный старый город. Если хочется не только лежать у бассейна, но и куда-то выходить, Сиде стоит рассмотреть. Алания подойдет тем, кто любит более активный отдых. Город живой, много кафе, магазинов и прогулочных мест. Плюс здесь довольно большой выбор хороших отелей на разный бюджет. А вот если хочется более эстетичной атмосферы, красивых бухт, обратите внимание на Эгейское побережье. Бодрум, Мармарис и Фетие – это совсем другая Турция. Здесь стоит выбирать не только по цене отеля, но и по атмосфере самого курорта. А теперь давайте разберемся с главным сентябрьским мифом. Сентябрь значит жара закончилась, думают все. Здесь это не совсем так. Если вы приезжаете в Турцию в сентябре, не спешите убирать крем от солнца и доставать осеннюю куртку. Днем на популярных курортах по-прежнему может быть около плюс 30, плюс 32 градусов. Солнце все еще очень активное, море теплое и по ощущениям это вполне настоящее лето. Но есть важное отличие от июля или августа. Меняются вечера. После захода солнца становится заметно комфортнее и прохладнее, поэтому если вы собираетесь гулять вечером, сидеть на открытой террасе или ехать на экскурсию, легкая кофта в чемодане точно не будет лишней. А теперь самое приятное – море. Средиземное море в районах Анталии, Алании к сентябрю уже успевает отлично прогреться. Температура воды может держаться примерно на уровне плюс 27 градусов. То есть это тот самый случай, когда заходишь в море и не хочется выходить, практически парное молоко. Но если вы едете на Эгейское побережье, например, в Бодрум или Мармарис, ощущения могут быть совершенно другими. Вода там тоже остается вполне подходящей для купания, но после Средиземного моря она может показаться заметно более бодрящей. Теперь давайте поговорим про цены. Очень многие едут в сентябре именно потому, что рассчитывают сэкономить. Действительно ли Турция в сентябре дешевле? И здесь ответ неоднозначный. Иногда да, но не всегда.
Цена зависит от конкретных дат, загрузки отеля, категории номера, питания. Поэтому ошибка просто сравнивать стоимость путевки в июле и в сентябре и решить, что весь сентябрь автоматически дешевый. Гораздо полезнее сравнить несколько дат в сентябре, например, начало, середину и конец месяца. Иногда перенос поездки буквально на несколько дней дает заметную разницу в стоимости. Давайте на время отвлечемся от пляжа и перенесемся туда, где Турция в сентябре особенно вкусная, на местные рынки. Потому что сентябрь это не только море и солнце, это еще и настоящий сезон фруктов. На прилавках появляется то, зачем стоит прийти именно в это время года. Сочные гранаты, сладкий инжир и ароматный виноград. И вот здесь я советую не просто смотреть на фрукты, а попробовать купить их именно на местном базаре. Рынок – это отличный способ почувствовать настоящую Турцию. Здесь можно попробовать фрукты перед покупкой, поторговаться, если это уместно, и заодно увидеть, чем живут местные жители. Есть еще один интересный момент, о котором редко говорят, когда рассказывают про Турцию в сентябре. Многие думают, сентябрь – это уже конец сезона, все разъехались, отели полупусты, на пляжах тишина. Но реальность немного другая. В сентябре Турция по-прежнему пользуется очень высоким спросом, просто меняется состав отдыхающих. На курортах становится заметно больше европейских туристов старшего возраста, тех самых европейских пенсионеров, которые выбирают Турцию именно за комфортную погоду, теплое море и возможность спокойно отдыхать без экстремальной жары. И еще одна большая категория – это пары без детей. Для них сентябрь вообще может быть одним из самых приятных месяцев. Море теплое, днем солнечно, вечером комфортно, а отдых становится немного спокойнее. Но здесь есть важный нюанс. Не думайте, что в сентябре на турецких курортах сразу исчезают все дети. В начале месяца их все еще будет очень много. Почему? Да потому что школы в Турции и в некоторых странах Европы открываются только в середине сентября. Поэтому, если вы приезжаете в первую неделю или примерно в первой половине месяца, рассчитывать на полностью взрослый контингент точно не стоит. Семей с детьми на пляжах, у бассейнов и в отелях все еще будет достаточно много. А вот ближе к середине сентября, когда начинается учебный год, ситуация постепенно меняется. Поэтому, если вы ищете максимально тихую атмосферу, я бы посмотрела не на начало сентября, а скорее на вторую половину месяца. Но и здесь есть обратная сторона. Меньше детей не значит пустые отели. Спрос остается высоким. Почему я вообще считаю сентябрь одним из самых интересных месяцев для Турции? Первое – меньше экстремальной жары. Второе – теплое море. Третье – комфортнее гулять и ездить на экскурсии. Четвертое – после пикового летнего периода на некоторых направлениях может быть меньше туристов. И пятое – можно поймать более интересные цены, если правильно выбирать даты. Но, конечно, есть и минусы. Ведь идеального месяца не существует. Во-первых, погода становится менее предсказуемой ближе к концу месяца. Во-вторых, если вам нравится именно атмосфера пикового сезона, большое количество развлечений, максимальная активность, анимация и очень жаркая погода, то сентябрь может показаться слишком скучным и спокойным. И в-третьих, цены вовсе не гарантированно будут низкими. Поэтому сентябрь – это не дешевая Турция, это скорее другая версия отдыха здесь. А теперь немного о том, о чем обычно не пишут в рекламных буклетах. Главные опасности Турции в сентябре. И нет, это не акулы и не палящее солнце. Первая опасность – дождь. В сентябре погода все еще в основном летняя, но постепенно появляются первые осенние изменения. И самое неприятное здесь даже не сам дождь. Он может начаться буквально из ниоткуда. Еще 5 минут назад вы лежали на пляже под солнцем, а потом темные тучи, сильный ливень, и через несколько минут кажется, будто кто-то открыл душ на полную мощность. Правда, часто такие дожди бывают довольно короткими, поэтому мой совет простой – не отменяйте планы из-за облаков и всегда смотрите прогноз перед выходом из отеля. И второе, то, о чем особенно стоит помнить семьям с детьми – бассейны. К концу высокого сезона они ежедневно получают огромную нагрузку, тысячи людей, жара, постоянное использование. Поэтому, если у вас есть выбор между бассейном и морем, я бы в сентябре рекомендовала все-таки море. Это не значит, что любой бассейн опасен или что в отеле обязательно будут проблемы с водой. Но элементарная осторожность никогда не помешает. Не глотайте воду, соблюдайте обычную гигиену и обращайте внимание на состояние бассейна. А если после еды или купания вам стало плохо, не пытайтесь героически переждать это на пляже.
И третья опасность, уже совсем другого характера. В сентябре постепенно меняется сам ритм жизни в отеле. Семей становится меньше, часть туристов уезжает, и атмосфера становится спокойнее. Звучит вроде бы прекрасно, для многих да, но есть один нюанс. Анимация тоже может начать сдуваться. Если летом у вас каждый вечер шоу, конкурсы, детские программы, дискотека и активность до поздней ночи, то ближе к концу сезона программа некоторых отелей может стать заметно скромнее. Поэтому, если для вас анимация важная часть отдыха, обязательно почитайте свежие отзывы и уточните у отеля, какая программа работает именно в сентябре. А если вы наоборот мечтаете о тишине, то это вообще не опасность, а подарок для вас. Меньше шума, меньше очередей, спокойнее бассейн. Так что если знать эти три нюанса заранее, сентябрьская Турция может оказаться намного приятнее, чем вы ожидали. Кому я особенно рекомендую ехать в Турцию в сентябре? Тем, кто плохо переносит сильную жару. Тем, кто хочет совмещать пляжный отдых и экскурсии. Тем, кто путешествует с детьми и хочет более комфортную температуру. Тем, кто предпочитает спокойный отдых и не стремится попасть в самый разгар сезона. А вот если ваша мечта максимально жаркое море, палящее солнце с утра до вечера и атмосфера настоящего пика лета, тогда июль или август могут подойти больше. Итак, стоит ли ехать в Турцию в сентябре? Однозначно да, если вы хотите теплое море, комфортную погоду и возможность спокойно отдыхать без экстремальной летней жары и ездить на экскурсии. Но главное правильно выбрать курорт и даты. Для универсального отдыха можно смотреть Анталию и Сиде, для красивой природы Кемер, для более активной атмосферы Аланию. А если хочется Эгейского побережья, присмотритесь к Фетие, Мармарису или Бодруму. А теперь напишите в комментариях, в каком месяце вы предпочитаете отдыхать в Турции – июле, августе или сентябре. Если вы планируете поездку, напишите город или курорт, я подскажу, какой вариант лучше выбрать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о Турции, и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!